Посмотрите, что у нас творится. Пришел снегопад и в Магнитогорск. Надеялись, что не будет, но все-таки явился, не запылился. Вон что, летают хлопья какие. Хоть бы прошла тучка побыстрее. Жалко будет потерять урожай. Столько растений сейчас цветет. Я щавель для пирожков готовлю вот так. Порезала. Ну, обычно, как всегда, режем. Посыпала сахаром и вот так толкушкой. И он, видите, какой становится? Как будто бы ошпаренный водой. Мне вот ошпаренный не нравится. Его становится сразу совсем мало. А это все-таки вот объем есть. Вот так мне больше нравится. Сейчас буду делать пирожки. Пирожки я не успела заснять, но теперь снимаю пирог. На другой день я пекла пирог из остатков теста. Сейчас осталось мне смазать пирог яйцом. Я положила сюда ревень, остатки щавля и вяленую сливу. Ну и сахарок добавила, конечно. А здесь у меня сварились щи. Обычные щи, я не делаю пережарку. Бросаю в бульон готовый целую картошку или на половинки режу, так мама всегда варила. Морковь, лук, помидоры, если есть, ну и специи любимые. Вот такой румяный пирог получился. Сборная солянка у меня здесь. Муж уже попробовал. Вчера такой мягенький был, мягенький, а я на утро оставила его под полотенцем. Забыла убрать. Здесь у меня ревень. Была слива вяленая, я ее размочила, положила сюда. И щавель, остатки от пирожков. Вкусный должен быть. Сейчас буду завтракать. Попробую с чаем пирог. Вот такой пирог на разрезе. Как я вам говорила, здесь ревень, щавель и слива. О, какой пирог вкусный. Сахарок я добавила, конечно, туда. На низ пирога я насыпала крахмал немножко, тонким слоем, чтобы сок не вытекал, а впитывался как бы. И там получится как желешка такая из сока. Всем приятного аппетита! Рыбак мне карася привез. Это он штук 6 отдал, еще угостил друга. Средний карасик такой, не крупный, но и не мелкий. Вот посмотрите с мою кисть. Такой широкенький он. Муж у меня молодец. И наловил, и почистил, и пожарил. Умница. Золото, а не муж. Видите, как нарезали мы, чтобы косточек не было. Всем привет! Еду в парикмахерскую. Скоро буду красивая. Камера упала. Я приехала в старинную кулинарию. Называется «Лакомка».
Посмотрите, какие здесь цены, какие вкусняшки здесь продают. Продают очень давно они. С 1951 года эта лакомка существует. И всегда все очень вкусно, свежее. Народа здесь всегда столько. Студентов. Видимо-невидимо. Ну, сегодня мне повезло. Народу немного. Не пришлось стоять в очереди. Вот такие тортики. Вкусные тортики. Не хуже заводских. И цены приемлемые. Всякие, смотрю. Раньше было буквально по пальцам одной руки можно было посчитать, а сейчас много очень разных. Здесь два отдела. В одном одно продают, в другом другое продают. Здесь вот пироженки всякие разные, десерты, пирожки, пироги. Много, большой ассортимент такой стал. Я давно-давно здесь не была. У нас возле дома есть аналогичное кафе, кулинария. Называется «Сказка». Они работали вместе, а потом отделились. И, в общем, «Сказка» это немножко похуже качество. А лакомка, она славится больше. А вот и курабье. Кто любит курабье, признавайтесь. Очень большое разнообразие всего. Здесь и тесто 3 видов продают. Сдобное, пельменное и слоеное. И лапшу. Вот видите, лапша 400 рублей килограмм стоит. Квас даже, 70 рублей. Настоящий квас. А находится эта кулинария на улице Чапаева в Ленинском районе. Посмотрите здесь, какие красивые дома. Архитектура здесь шикарная, старинная. Наш город основан в 1929 году. В этом году ему будет 95 лет. Вот такие красивые здания здесь. Рядом сквер. Симпатично. Сейчас я вам все покажу. И вот такой вход в лакомку. В кулинарию лакомка. Я перешла улицу с односторонним движением и пришла в скверик. Летом здесь бьет фонтанчик небольшой. Ну, там детские площадки. Все красиво, все обустроено, чистенько, аккуратненько. Вот в этом здании было детское кафе «Сказка». Сюда приходили праздновать дни рождения. А рядом, по-моему, был ресторан для взрослых. Вот название я не помню. Если кто будет смотреть из Магнитогорска, может, вы вспомните, подскажете мне. Не помню. Но точно был там ресторан тоже. Архитектура в Ленинском районе вся очень красивая. Нет ни одного одинакового дома, похожего.
А это памятник первым комсомольцам-строителям Магнитки. Опять показываю архитектуру этого дома. Посмотрите, какие барельефы. Какие балконы, обратите внимание. И один балкон отличился от всех в современном стиле, как бельмо на глазу. Посмотрите, почему ему разрешили в таком историческом месте, можно сказать, вот такое построить. Что же я купила в лакомке? Посмотрите. Курник. Это слойка с яблоком. Это с морковкой пирожок. Еще даже не выкладывала. Это творожник. Как он называется-то? Сочи. Это хачапурки. И еще печенье. Вот такое разрекламировали. Сказали, что мягкое. Я уже немножко отломила еще на выходе из магазина. Вкусное. Все там вкусное такое. Старинное все. С 51-го года работает эта лакомка. Представляете? Приехала, зашла, сняла вам вкусняшки, которые я купила в лакомке. И быстрее чай ставить. Пить, есть хочу, не могу. Быстренько поела, а теперь хочу снять, вам показать, что я купила. Закупила с продуктами. Майский чай купила. Сосиски 2 сортов. Потому что ездить в сад, надо что-то закусывать. Питаться чем-то. Яйца. Купила 1 десяток. Потому что мне обещали собрать деревенские свои яйца и продать. Я решила десяток взять, пока хватит на пару дней. На пару-тройку дней даже хватит. Из молочки взяла сметану и творожок. Что еще взяла? Бананчики взяла. Положила сюда недоспевший авокадо, чтобы он побыстрее, помягче стал. Бананов взяла всего 3 штуки, потому что они быстро-быстро спеют и становятся невкусными. А я люблю такие, чтобы они твердые были, зеленоватые еще. Вот это мои покупки. Еще купила курицу. Надо ее разделывать теперь. И свинину на фарш взяла. Лопатку. Вот такой вкусняк. Здесь сколько? Килограммов? 2300. 2 килограмма с лишним. На фарш взяла. Потому что фарша нету. И без фарша прям жить плохо. С фаршем хоть что можно приготовить. И быстро. Что самое удобное. Вот, все, обложила с продуктами. Сейчас буду разделывать курицу и крутить фарш. И всего я купила это в одном магазине в Магните. Разделила чеки: 867 рублей и 773 рубля. Потому что у меня на одной карточке было немного, и я решила разделить. Думаю, у меня там кэшбэк повышенный на Альфа-карте. Вот. А здесь смотрю, прихожу, еще здесь молочку муж купил. Йогурт. 2 йогурта.
и булочки какие-то. Вот. А булочек я сама напекла пирог, еще не закончили пирог есть. И сейчас еще этих, позавидовала. Думаю, ну мимо еду, почему бы не заехать в Лакомку? А это в другом районе, через район даже, в Ленинском районе. Я всегда еду в одно место, потом по дороге все могу переиначить, все переменять, свои планы моментом. И вот я ехала, хотела по одной улице проехать, поехала совершенно по другой, по проспекту Металлургов поехала, а там рядом Лакомка, ну я завернула направо, решила полакомиться, как говорится. Вот. А после парикмахерской я заехала за витаминками, вернее не витаминки, это мелатонин, растительный мелатонин. Взяла вторую пачку, одна пачка на 2 месяца, мне хватило 60 капсул, а это вот тоже на 2 месяца. Хорошо очень засыпаешь, у меня проблемы со сном бывают, слава богу, не всегда. И вот я эти 2 месяца прекрасно спала, засыпала и не просыпалась полночи. Вот. А здесь у меня еще лежит, смотрите, что. Угадайте. Увидела с киской, решила внучке купить. А это стаканчик. Помните такие? В наше время были они побольше, повыше. У меня есть такой стакан, я себе тоже купила года 3-4 назад. Увидела, тоже думаю, надо купить, дорогу вот так брать. А сейчас мы поедем с внучкой в Оренбург скоро. И нам этот стаканчик пригодится. Хоть он и китайский, наверное, но для холодных напитков нормально. Вот все. Пришла голодная. Хорошо, что у меня щи есть. Еще пирог остался. Я еще пирожков всяких разных накупила. Так что еда есть. И хорошо, что не надо готовить. Единственное, сейчас вот разделалась с мясом. А после этого я поехала к знакомой, давней-давней. 100 лет мы с ней не виделись, не общались, не встречались. Ее случайно нашла в WhatsApp, в группе, в чате по плетению из полиротанга. Открываю группу, смотрю, сколько там человек. Ну, информацию смотрю, моя знакомая Оля. Я ей пишу: Оля, привет. Она пишет: а я одну Валю знаю, Валю Грибанову. Я говорю, я и есть она. Вот. И с ней немножко переписывались. Она, оказывается, работает в оптике. А мне как раз очки надо новые. Она говорит, если надо, приезжай. Но я говорю, мне надо как раз очки. И я вот поехала к ней. Вперед наболтались. Потом пошли выбирать очки. Вернее, оправу. Вот мне 2 особенно понравились. Одна дорогая, 3700 с чем-то. А плюс, если еще работа, 2500. В общем, около 6000 выходило. Но я ее не взяла. Хоть она мне очень понравилась. Может быть, в какой-то другой раз. Не сейчас. Вообще такая элегантная, такая утонченная оправа. Очень красивая. Импортная. Итальянская, наверное. Но купила попроще. Хотя на мне лучше сидит эта оправа. Даже сестры сказали, и дочь сказала, говорит, лучше вот эта вот оправа. Но мне та очень тоже запала в душу. Ну вот, может быть, я решусь когда-то ее купить тоже. Пусть будет несколько очков у меня. Вот, и заказал, короче, я очки, и через дня 3 сказала, будут готовы. Вот я буду в новых очках теперь сниматься. В сад буду надевать их. Потому что они вроде хорошо, а здесь дужки немножко обтерлись. Краска стерлась. А так они хорошие. Стекла не царапанные, хорошие. Ну, вот такие новости. Вот так я за сколько лет я встретила знакомую свою старую. Мы с ней работали в техникуме строительном. Давно-давно.
в 90-е. Ну, на сегодня это все. Буду заканчивать. Не утомлять вас, не удлинять видео. Всего вам самого хорошего. Встречайте своих старых друзей. Всем хорошей погоды. Надеемся на хорошую погоду. Вчера была отвратительная погода. Ну а сегодня солнышко. Но хотя ветер холодный. Холодный очень ветер. Когда будет тепло, я не знаю. Ну, надеемся на лучшее. До встречи. Пока-пока.